Добрый день, друзья! С вами я, Игорь Жумадилова. Сегодня я хочу для вас показать самомассаж лица и шеи по миофасциальной технике. Значит, мы будем работать просто ручными техниками, но без масла. Я лицо предварительно очистила, протонизировала. Теперь хочу начать массаж. Массаж лица, чтобы снимать напряжение, работать в зоне овала лица, где кисетные морщины образуются, в зоне носогубки, да, в зоне вокруг глаз и на зоне лобной и на межбровке. То есть со всеми этими зонами работать нам нужно правильно начать массаж в зоне шеи. Я буду объяснять вам технику массажа и с какой интенсивностью и сколько раз. Итак, начинаем. Глубокий вдох. Три-четыре. Раз, два, три, четыре. Легкие помпажные движения, где вы надавливаете. Это помогает нам ускорить отток лимфы. Глубокий вдох тоже помогает расслабить диафрагму. Итак, первое движение – это у нас захват ткани от середины. Смотрите, у меня указательный палец и большой палец. Я вот так вот параллельно ставлю, немножко на две стороны тяну. Раз. Я здесь не давлю на железу. Просто захват ткани настолько, насколько позволяет сама ткань, да, вот так вот. Создаю такой валик и наверх и вниз тяну, вот так вот. И так повторяем несколько раз в зоне передней поверхности шеи. Это платизма у нас называется. Раз, два, три, четыре. Чуть выше поднимаемся. Там, где ткань не отработана, мы везде проделываем такую технику. Вот. Видите? Я захват ткани делаю. Вот он, захват, да? И на две стороны как бы тяну, как будто резинку тяну. Раз, два, три, четыре. То есть движение у меня от центра к периферии. В сторону двигаемся. Итак, тоже на зоне подбородка. Вот так вот формируем. И тянем. Мне не больно. То есть это мягкая техника массажа на самом деле, даже если без масла выполняется. Потом в конце можете погладить и вот так вот слить. Повторяем те же самые движения на другой стороне. На левой стороне, например, у меня. Раз, два, три, четыре. С какой периодичностью делаем? Эту технику можно делать и утром, и вечером. Я люблю 2-3 раза в неделю делать. Снимает очень хорошо напряжение с платизмы, а это значит уменьшает вот эти кольца Венеры, потому что усиленный кровоток, смотрите, у меня прям гиперемия пошла, да? То есть она в идеале должна покраснеть ткань, когда такие техники делаете. И уменьшает второй подбородок. Второй подбородок не у всех, конечно, но бывает из-за отечности. То есть здесь накапливается, лимфа же проходит, жидкость накапливается и как бы второй подбородок. Поэтому вслед за этой техникой вы делаете вот так вот слив, как бы санируете, сливаете жидкость, как будто бы вот от мочки уха вниз. И организм сам поможет. Делаем где-то, в моем случае, 4-5 минут. По 2, по 3 подхода. Если у вас тянет угол рта, да, вот овал, здесь брыли, по-простому если называть, то это все напряжение начинается на самом деле в зоне шеи. А то и осанка, спина тоже на самом деле все влияет. Но для самомассажа эти техники прям хорошо снимают напряжение, что улучшает овал лица. Итак, вторая техника. После зоны шеи я потихоньку захожу на овал лица. На овале лица что у нас происходит? Смотрите, мимическая мускулатура. То есть мягкие ткани, подбородок, мышцы, которые уголки рта тянут. Тут, как говорят, брыли образуются, да? Все это можно с усиленным кровотоком улучшить на самом деле. Смотрите, захват ткани тоже от середины.
То же самое, что я делала здесь, на платизме, я повторяю и на овале лица. Вот захват потихоньку и веду в сторону. Видите? Не нужно здесь вот так вот тянуть. Мы не растягиваем ткань. Захват и все. Потихоньку перебираем. Здесь на камере, наверное, видно. Мы увеличим. Чуть-чуть в сторону я вот поверну. То есть в эту сторону повернула. Так, раз, два, три, четыре. Сколько раз повторяем? Давайте договоримся. Где-то 4 подхода, да, на каждой линии. Вторая линия от угла рта начинается. Раз. Защипы. 2, 3, 4, 5. Видите, на козелке уха я останавливаюсь. Еще раз. Раз, два, 3, 4, 5. Я по 2 подхода, а вы по 4 подхода повторяете. Вот. Сливаем. От носогубной складки тоже. Раз, два, 3, 4, 5. Не бойтесь растянуть кожу. У нас заложено генетически эластиновые волокна, поэтому кожа не дает растянуться. При таких движениях мы кожу растянуть не можем. Мы двигаемся, если заметили, от центра к периферии. Это массажные линии. И интенсивность техники мы сильно не давим, мы сильно вот так вот не тянем. То есть умеренно. Золотую середину вам нужно найти, чтобы вам не больно было. Вот. Переходим и чуть выше. Там, где у нас глазница, то есть ниже глазницы, на скуловой зоне тоже проделываем технику. Так, вот. Я потихоньку буду поворачивать голову вот так вот, чтобы вам хорошо было видно. Видите? Делаю 2 подхода, вы делаете на первый раз 4 подхода. И сливаю. Это мне помогает работать со скуловой зоной и щечной зоной. Здесь из-за того, что я вот так вот захватываю ткань, а значит мышцы, я усиливаю кровообращение. Когда мышца работает, естественно, лимфа начинает двигаться, то есть жидкость, которая застойная, да, она почему застаивается? Потому что у нас в мышцах нет движения, то есть мы не работаем. А когда самомассаж делаем, усиленно кровоток улучшается, микроциркуляция улучшается, а значит питание к тканям идет. Вот у нас кожа, подкожно-жировая, она пронизана сосудами, мелкими капиллярами. Да? Все это вместе с кровотоком улучшается, питается, поэтому у нас кожа сияет и напряжение уходит. Носогубная складка, здесь малярные мешки, суфы, как говорят в народе, да. Все это потихоньку, если делать каждый раз, то она уменьшается, и как бы свежесть на лице, макияж лучше наносится, и тургор кожи улучшается самомассажем. Вот поделайте несколько раз в неделю, 2-3 раза. Все это я повторяю на этой стороне. Итак, начинаем. Здесь я без комментариев, только счет буду вести, хорошо? Чтобы вам было понятно. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Вот сюда. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. По 2, либо по 4 подхода сделали. Вот так вот слили. И все. На зону вокруг глаз, девочки, не заходим. Кожа здесь очень тонкая. Тем более я работаю без масла по миофасциальной технике. Зону вокруг глаз мы чуть-чуть оставим на потом. Теперь подушечками пальцев поставьте на скуловую кость. Вот она. Вы упираетесь на скуловую кость. Вот здесь. Нашли. Теперь отсюда, смотрите, подушечками пальцев вот такие круговые движения делаем вниз. Угу. И вверх поднимаемся. Раз, два, 3, 4. Делаем 2-3 подхода. 3-4 вниз спускаюсь. От
угла нижней челюсти. Вот видите, я вверх поднимаюсь. Синхронно вместе делаем. Угу. Можно чуть-чуть приоткрыть рот. Ага. Когда вы прорабатываете зону жевательную, а жевательная мышца у нас как бы делится поверхностно и глубоко. Глубокую часть мы не можем проработать, но самомассажем мы поверхностную часть проработали. Это что дает? Нам помогает уменьшить носогубную складку. Это зависит от жевательных мышц в том числе. После этого движения я повторила 3-4 подхода. Потихонечку, помпажными. Помпажные движения, вот это вот как я делаю. Просто вы не стучите, вы сильно не давите. Как бы поглаживая, но помпажем чуть-чуть вверх поднимайтесь на зону виска. Вы знаете, или я своим языком повторю, да, ну простым языком. Зону виска мы сильно не массируем. Эту зону, это очень нежная зона, поэтому здесь мы делаем только вот такие помпажные движения. Раз, два, три, четыре. Это помогает на самом деле снять отечность в зоне вокруг глаз. Мы зону вокруг глаз не трогали, но тем не менее с прилегающих зон начинаем и потихоньку будем заходить туда. Раз, два, три, четыре. 4 подхода сделали. Теперь руки поставьте на лобную зону, там, где у вас межбровка. Вот она. Что я тут делаю? Я буду делать подушечками пальцев, вот одной рукой покажу, круговое движение. То же самое, как вы делали на жевательной мышце, мы здесь делаем. Начинаем от переносицы. Угу. Видите, вся лобная зона у меня двигается. Это называется разволокнение лба. Я до зоны роста волос двигаюсь. Ой, как хорошо. Сразу расслабляет. И двигаюсь по такой технике. И видите, я как бы катаю вот эту кожу на кости, как бы втираю. Вот она, втираю. Подушечками пальцев. Техника очень классно расслабляет, помогает поднимать верхнее веко. Ну и если заломы здесь, и серый цвет ткани, и межбровка, которая очень сильно напрягается, когда вы эмоционируете, вот поделайте эту технику. Хорошо прям снимает напряжение. Можно синхронно, девочки. Угу. Потом в конце вы вот так вот создаете вот такой валик двумя пальцами. Большой палец поставьте и сверху указательный. Вот она. И на 2 тянете, на 2 стороны тянете. Вот так вот. Как бы вы контурируете свои бровки. Можно так объяснить, девочки. Да. Или можно вот так вот. Типа прочесываете и останавливаетесь на виске. Это у меня такое движение фиксирующее. Угу. Мне самой нравится эта техника. Угу. Проделали несколько раз. Я здесь в счете потерялась немножко, но опять возвращаюсь. Можно сделать 10-12 раз, потому что от зоны лба зависит, в каком состоянии у вас будет зона вокруг глаз. И потихонечку захожу на зону вокруг глаз. Я вам объясню. В зоне вокруг глаз, даже если вы работаете по сухой технике, здесь капельку, прям вот капельку масла, горошек. Ну, ладно, сюда. Что это такое? Вот. Еле. И то это у меня много на капелька. Вот так вот могу растереть, чтобы кончики пальцев, подушечки у меня немножко масляные были. И я захожу на внутренний уголок глаз. Видите, подушечками пальцев поставила и протираю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
протерла, и я через верхнее веко, не вниз, не так, девочки, через верхнее веко прохожу и останавливаюсь. Вот верхнее веко на скуловой кости, вот она, скуловая кость, вот под бровками. Вы можете провести и вот так вот здесь остановиться, как бы лисий взгляд делаете себе. Кожу не растянете, девочки, не бойтесь. Сильно давить не нужно. После этого здесь вот поставили кончики пальцев, да, не нужно резко тянуть, очень мягко, так как масло у вас есть. Откройте глазки, дышите и потихонечку введите на две стороны ваши ручки, кончики пальцев. Видите? Что мы делаем в этом движении? Мы расслабляем. У нас есть мышцы, а это значит мягкие ткани, есть череп. Черепные швы здесь находятся, поэтому, когда вы просто прикасаетесь, вот она, теплом ваших рук, и на две стороны просто тянете, вы прямо ваше внутреннее внимание направьте не на кожу, как будто вы не на коже стоите, а на кости. И вот так вот на две стороны просто потяните, расслабьтесь, сконцентрируйте внимание только на этой зоне. Это нам помогает потихоньку, если профессиональным языком, то дыхание черепа услышать. Но многим это покажется странным. Просто вы нежными ручками, как будто вас мама гладит, да? Вот так вот. Потяните на две стороны очень мягко. Все, на этом достаточно. Посмотрите, здесь у меня прям чувствую тепло пошло, и она расслабилась. Вот. Не нужно, вот, как в других массажах, тереть эту зону. Зона мягкая, и миофасциальная техника, вот я добавляю такие элементы. Все повторяем на этой стороне. Боже, эта техника просто как вообще очень простое, но на самом деле, когда вы в руках у профессионала, если вы на массаж ходите, да, это прям чувствуется. И самой себе тоже очень классно расслабляет. Угу. Сделали 2-3 техники, 2-3 раза. Можно повторить больше. Насколько у вас хватит терпения и времени. И нижняя орбитальная кость просто вот так вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Что я делаю? Кончиками пальцев просто нажимаю. Раз, два, три, четыре. Угу. Несколько раз повторила. Руки, ладонь ставим вот так вот, как бы руками обнимаю лицо и тяну в сторону. Раз, два, три, четыре. Как бы фиксирую. У вас вот такой вот взгляд на зеркальце. Смотрим, вот лисий взгляд. Вот так должно быть. Раз, два, три, четыре. Опускаем. Раз, два, три, четыре. Опускаем. Третий подход. Раз, два, три, четыре. Завершаем. Последний завершающий этап. Раз, два, три, четыре. Завершаю. Вот как я держу. Угу. То есть ребро моих двух пальцев. Вот указательный и большой палец. Вот она. Очень простое движение. Мягкие мануальные техники я здесь все-таки применила с миофасциальным массажем. Повторяем этот массаж 2 раза в неделю, 3 раза в неделю. Можно вот через день. Я люблю делать понедельник, среда, пятница и воскресенье. Да? Потом, когда уже вы наработаете эти техники, да, будете делать другие мои самомассажи. В следующем видео я постараюсь для вас сделать дать еще одну другую методику. А методик у меня очень много. Ссылку оставлю на мой телеграм-канал, где и для профессионалов в последнее время, и для простых обывателей начала делать еще самомассажи. Ссылку оставлю на мой сайт, где есть профессиональные курсы. И делайте вместе со мной. Главное держать позитивный настрой. Вот, что еще могу сказать. До скорых встреч, давайте, друзья. Всем пока!